Прекрасным весенним днем Чарли и его друзья-мотоциклисты решили прокатиться по местному лесу. Когда они ехали по извилистой проселочной дороге, их внезапно остановила крошечная, дрожащая сова, выглядевшая измученной и голодной. Казалось, недавний дождь разлучил детеныша с семьей и оставил его уязвимым и одиноким. Наполненный состраданием, Чарли без колебаний связался как со службой охраны природы, так и с полицией, которые быстро прибыли на место происшествия, чтобы помочь со спасением. Детеныша заботливо доставили в профессиональный приют, где он получил заботу и ласку, необходимые ему, чтобы, надеюсь, однажды его выпустят обратно в дикую природу. Убедившись, что маленькая сова в надежных руках, Чарли и его друзья продолжили путешествие по лесу. Группа провела прекрасный день вместе. Но Чарли не мог выкинуть мальчика-сову из головы. Он продолжал задаваться вопросом, как поживает маленькая птичка. А несколько недель спустя Чарли не смог устоять перед желанием проследить за развитием совенка. Он связался с природоохранным органом и поинтересовался состоянием совы. Сотрудники пригласили его лично посетить птицу. Когда он приехал, то был поражен преображением. Некогда дрожащий и потерянный детеныш превратился в величественную птицу со светящимся оперением и проницательными глазами. Тем не менее, персонал высказал Чарли свои опасения по поводу животного. Они сообщили ему, что сова на этой стадии развития должна уметь летать, но детеныш еще не пытался это сделать. Хранитель объяснил Чарли, что сова физически в порядке. Но ей нужно было много заботы и внимания, чтобы процветать умственно и эмоционально. С того дня, как он спас маленькую птичку, он чувствовал ответственность за нее. Затем он решил регулярно посещать заповедник, чтобы проверить сову и посмотреть, может ли он чем-нибудь помочь. В течение следующих нескольких недель Чарли провел много времени в центре, помогая ухаживать за птицей. Он научился кормить сову и чистить ее клетку. И ему даже разрешили подержать его в руках. Со временем Чарли все больше и больше любил сову. Он считал ее своим домашним питомцем и с нетерпением ждал возможности навестить ее каждый день. Однажды, кормя птицу, Чарли заметил, что сова смотрит на него своими большими яркими глазами. Ему казалось, что она хочет ему что-то сказать. Но он не был уверен, что. Внезапно сова начала хлопать крыльями и прыгать по клетке. Чарли пришел к выводу, что сова достигла стадии полета и может быть возвращена в свою естественную среду обитания. Его мнение разделили руководители службы охраны дикой природы. Однако они не были уверены в выпуске, поскольку сова никогда не пыталась летать. Тем не менее, попробовать стоило. Сотрудники организовали выпуск совы и переместили ее в подходящее место в лесу. Когда они открыли клетку, сова сначала заколебалась, но через несколько мгновений поднялась в воздух и взмыла в небо. Чарли и смотрители с благоговением наблюдали, как сова кружила над головой, а затем исчезла в густом лесу. Человек почувствовал себя наполненным знанием того, что он помог маленькой сове вернуться в дикую природу. Ему было грустно видеть его уход, но он знал, что поступил правильно. Но как только Чарли обернулся, он почувствовал сквозняк и знакомый шорох перьев на лице. Сова вернулась и села ему на плечо, где тихо завизжала. Воспитатели были поражены тем, что дикая птица редко возвращается к человеку. Чарли понял, что сова привязалась к нему по-особому, и почувствовал к ней огромную благодарность. Но профессионалам не так повезло, как ему. Большинство приютов для животных хотят, чтобы их животные были в безопасности обратно в дикую природу и разочаровываются, когда терпят неудачу. Смотрители подозревали, что животное стало слишком зависимым от человеческой заботы и больше не имело навыков для выживания в дикой природе. Поэтому они вернули ее в центр. Чарли, чувствуя себя ответственным за такое развитие событий, предложил подарить сове дом, если она не сможет жить в дикой природе. Сотрудники согласились, что это будет полезно для птицы. Чарли пошел домой, чтобы сделать некоторые приготовления. Он пообещал вернуться на следующий день, чтобы забрать сову, которую он ласково назвал Хутом. Однако, когда он уезжал на следующий день, он понятия не имел, что будет дальше. Когда Чарли подошел к клетке Хута, чтобы вытащить ее, он услышал слабый зов с ближайших деревьев. Внезапно величественная сова спикировала и приземлилась на клетку. Она была похожа на Хута. Но она была крупнее и сильнее. С безопасного расстояния один из добровольцев понял, что это еще одна маленькая сова, и предположили, что это мать Хута. Мать сова искала своего детеныша и, наконец, нашла его.
Как только Чарли потянулся к замку клетки, чтобы освободить птенца, произошло нечто шокирующее, лишившее всех дара речи. Все с изумлением наблюдали, как мать, сова, открыла клювом клетку. Худ выполз, несколько секунд смотрел на большую птицу и, казалось, узнал свою мать. Мать-сова посмотрела на Чарли и издала благодарный писк, прежде чем отправиться в лес со своим детенышем. Чарли испытал бурю эмоций. Ему было грустно, что его друг уезжает, но он также был счастлив, что сова воссоединилась со своей матерью. Это был момент, который он никогда не забудет. Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на канал. Внезапно сова начала хлопать крыльями и прыгать по клетке. Чарли пришел к выводу, что сова достигла стадии полета и может быть возвращена в свою естественную среду обитания. Его мнение разделили